Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 1 февраля. Дело в том, что 1 февраля нас ждут два очень важных события, которых могут кардинальным образом изменить нашу жизнь. Первое событие, друзья, новолуние, которое произойдет в знаке зодиака Водолей. А Водолей у нас отвечает за наши отношения, отвечает за сферу финансов, денег. И, конечно, второе событие, которое нас всех ждет. И многие к радости или к сожалению отмечают китайский Новый год. Потому что действительно китайский Новый год вступает в свои законные права. У нас приходит уже тигр. Бык отступает. И в этом видео, друзья, мы уделим внимание тому, какую цифру нельзя в этот день не говорить, нельзя не писать. Иначе таким образом вы привлечете проблемы, неприятности в свою жизнь. Но далее более подробно в этом видео. Просмотрите это видео, друзья, от начала до конца. Итак, в Китае, друзья, Новый год, который и приходит 1 февраля, символизирует праздник весны. И к радости или к сожалению, но его дата меняется каждый год. И в этом 2022 году мы все будем праздновать 1 февраля китайский Новый год. Это у нас с вами будет вторник. В то же время мы с вами и будем встречать новолуние. И китайский Новый год, он привязан к новолунию. Все зависит от того, когда новолуние. А новолуние у нас 1 февраля и, соответственно, китайский Новый год. И в эту ночь традиционно поздравляют родных, близких, дарят подарки и запускают фейерверки. И вы знаете, многие люди даже сейчас, уже проживая в странах бывшего СССР и вообще в мире, им нравится, знаете, дополнительный праздник, когда каждому можно позвонить, поздравить, отправить какие-то эмоции свои хорошие, добрые, потому что все наши вибрации, как мы все знаем, они посылают только любовь, гармонию и благополучие. Когда вокруг нас люди в радости, люди, когда идут к нам с добрыми помыслами, это все-таки имеет важное значение. Но помните о том, что если вы решите подарить или сделать подарки на китайский Новый год, значит, ни в коем случае не дарите подарки в синей или белой упаковке, потому что эти цвета могут привлечь вам беды, проблемы и неприятности на протяжении целого года. Здесь мы говорим именно о китайском Новом годе. Мы не говорим о том, что вообще нельзя дарить подарки именно в этой упаковке. Также обращаем ваше внимание, что недопустимо дарить что-нибудь в присутствии других людей, потому что считается, что именно этот процесс должен происходить один на один, тет-а-тет. И когда вы будете подавать подарок, вне зависимости, это может быть шоколадка, это может какой-то быть символический подарок следует отдавать двумя руками. И было бы здорово, если бы все подарки, которые вы решили преподнести в этот день, должны быть в паре. То есть, когда вы, например, дарите статуэтку, то положите тогда в коробку 2 статуэтки. Также во время праздничного застолья, знаете, как бы дополнительный праздник, когда мы с вами можем накрыть праздничный стол, поздравить друг друга, ни в коем случае не разговаривайте о прошлом. Что бы это ни касалось бы там личной жизни, работы, финансов, каких-то взаимоотношений, ваши все мысли, ваши все стремления должны устремляться только на будущее. Мечтайте в этот период, потому что энергетика достаточно будет очень сильная. И если вы будете мечтать думать о прошлом, обсуждать прошлое, то вы и привлечете на этот год. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно старайтесь с радостью, с умиротворением обсуждать планы на сегодня и на будущее. Также обращаем ваше внимание, 1 февраля не стоит одеваться в черный или белый цвет, потому что именно в этот день черное будет символизировать неудачи, а белое означает определенные неприятности и проблемы, связанные с деньгами.
Также обращаем ваше внимание, что 1, 2 и 3 февраля не следует убирать в своем доме. И вы знаете, этому существует определенные объяснения, потому что считается, что энергия появляется в нашей жизни, вот это созидательное, кроме того, у нас еще и новолуние, и потоки божественной энергии должны поступать в наши дома. И для того, чтобы дарить нам счастье, удачу, благополучие, для того, чтобы открывать нам новые возможности и новые перспективы. Также обращаем ваше внимание, что 1 февраля ни в коем случае не покупайте обувь для того, чтобы не навлечь беду. Дело в том, что обувь если мы берем китайский язык, то созвучно со словом тяжелый, поэтому не нужно покупать 1 февраля обувь. Также обращаем ваше внимание, что 1 февраля не стоит стричься, иначе могут обрушиться на вас всевозможные неудачи и проблемы, которые вы будете разгребать еще долгий период времени. Также 1 февраля не стоит пользоваться ножами и другими острыми предметами для того, чтобы не отрезать свое счастье. Что касательно хлеба, то отламывайте только руками, не разрезайте его на кусочки. Также рекомендуется 1 февраля ни в коем случае не мойте голову. Почему? Дело в том, что таким образом считается, что вы смываете удачу не только себя, но и со своего дома. И, возможно, у вас были какие-то перспективы, возможно, у вас были планы на что-то интересное, на перспективное, но может произойти и по-другому. Также 1 февраля не стоит ссориться и выяснять отношения, потому что говорит о том, что это будут у вас в жизни только одни неудачи, проблемы и так далее. Поэтому будьте осторожны очень со своими словами и со своими поступками. Вообще 1 февраля, друзья, у нас новолуние, и у нас только зарождается луна, новая луна, а соответственно мы с вами должны запустить процессы изобилия, процессы благополучия в свою жизнь и открыться вот этим потоком с космоса. Если мы с вами нервные, мы с вами озлоблены, мы находимся в депрессии, у нас ничего не получается, знаете, таким образом мы только с вами привлекаем вот этот негатив. Поэтому, чтобы его не было, ни в коем случае 1 февраля не стоит быть в таком расположении духа. Также обращаем ваше внимание, 1 февраля ни в коем случае не занимайте деньги. И постарайтесь до 1 февраля раздать свои все долги. После 1 февраля вы можете заново должить деньги. Также это касается и кредитных карт. Постарайтесь встретить 1 февраля, вообще-то новолуние, китайский Новый год, встретить в радости. Постарайтесь в этот день одеть какую-то красивую новую одежду, возможно, купить себе какие-то аксессуары, какие-то безделушки, которые порадуют вас, привнесут вам радость, знаете, вдохновение. Если у вас до этого момента вам было тяжело, вам ничего не хотелось, то именно 1 февраля вы должны встретить с радостью. Возьмите 1 февраля, откройте бутылку шампанского, откройте коробочку конфет, пожелайте себе прекрасного года, чтобы вы жили в благополучии, чтобы ваши все мечты сбывались. И, друзья, очень, наверное, важным запретом является использование именно в этот день, 1 февраля, именно цифры 4. Обращаем ваше внимание, что 1 февраля ни в коем случае не говорите и не пишите цифру 4. Конечно, иногда это очень сложно, но если вам, например, вы работаете в банке без цифры 4, ну никак, по крайней мере, ее не произносите вслух. Да, возможно, это сложно, но потому что таким образом, если вы используете число 4 1 февраля, без разницы в какой сфере, то вы должны понимать, что иначе вы таким образом привлекаете определенные невзгоды, определенные проблемы и неприятности в своей в жизнь. Даже вообще говорить вслух строго-настрого запрещено, что все, что связано с цифрой 4. Поэтому, пожалуйста, обратите на это особое внимание для того, чтобы встретить китайский Новый год, для того, чтобы правильно встретить новолуние,
провести его в радости и, конечно же, двигаться дальше, потому что у нас с вами впереди еще целый 2022 год, а мы его должны провести в прекрасном настроении. Мы должны находиться на волне созидания и привлечения изобилия, достатка и благополучия в нашу жизнь. Вот, друзья, вот такие небольшие маленькие запреты, которые вам нужно было знать касательно 1 февраля. Мы всем желаем благополучия, изобилия, достатка. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно. Обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя. Здесь очень много будет полезной, важной, нужной и интересной информации. Перечитывайте, пересматривайте для того, чтобы владеть информацией. Кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Ну а мы всех поздравляем с китайским Новым годом. Напоминаем, что мы с вами на новолуние проводим определенные практики, которые помогут нам в жизни. Но об этом уже с вами в другом видео.